Вы пишете в коде команду analogread, и микроконтроллер возвращает число. Для определения напряжения он проводит бинарный поиск, но только не по числам, а по заряду на конденсаторах. Этот метод называется перераспределение заряда. На нем построен аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения, который используется во многих микроконтроллерах. И нам обязательно нужно понять, как он работает. Потому что именно здесь скрывается причина многих странных ошибок, плавающих показаний, неправильного первого измерения и проблем с высокоомными датчиками. Что мы видим на схеме? Здесь есть компаратор, ключи и, главное, массив конденсаторов. Самое интересное — это значение их емкостей. Они бинарно взвешенные. Самый большой конденсатор имеет емкость C, следующий C на 2, затем C на 4, C на 8 и так далее, вплоть до младшего бита. Процесс преобразования входной аналоговой величины в бинарный код делится на 3 фазы. Первая фаза — выборка. Ключ на входе замыкается на аналоговый сигнал. Остальные ключи подключают конденсаторы так, что весь массив заряжается от входного напряжения. На конденсаторах появляется заряд, пропорциональный входному напряжению. Вторая фаза — удержание. Входной ключ отключается от сигнала. Внешнее напряжение больше не подключено к внутренней схеме АЦП. Схема удерживает зарядовый отпечаток входного напряжения. Сигнал захвачен и сохранен. Начинается третья фаза. Это и есть само преобразование. Схема берет самый большой конденсатор, тот, что отвечает за старший бит, и подключает его к опорному напряжению. После перекоммутации массив конденсаторов начинает работать как емкостный делитель. Компаратор сравнивает это напряжение с нулем. Если входное напряжение было больше половины опорного, то старший бит нужно оставить равным единице. И ключ этого конденсатора остается подключенным к источнику опорного напряжения. Но что, если входной сигнал был меньше половины опорного? Старший бит сбрасывается в ноль, а ключ этого конденсатора возвращается обратно на землю. Этот шаг повторяется для каждого следующего конденсатора. На каждом шаге логика последовательного приближения пробует установить очередной бит в единицу и смотрит, что покажет компаратор. Так, бит за битом собирается цифровой код. И в конце микроконтроллер возвращает нам число, результат analogread. И вот теперь становится понятно, почему такой АЦП не любит высокоомные датчики. Во время фазы выборки внутренний массив конденсаторов просто может не успеть зарядиться до входного напряжения. И тогда АЦП преобразует не реальное входное напряжение, а то, что он успел захватить. А фильтрация в коде не всегда решает проблему, потому что ошибка возникла еще до вычислений, в момент выборки. И теперь вы точно знаете, что происходит внутри микроконтроллера, когда вызываете analogread. Подписывайтесь на канал, там есть много интересного.